Ясным тихим утром Клэр стояла на своей привычной автобусной остановке, когда произошло нечто необычное и совершенно неожиданное. Из кустов неподалеку появился дикий черный медведь и начал медленно приближаться к ней. Она замерла. Ее сердце бешено заколотилось от страха, когда она вспомнила все истории, которые слышала о том, какими опасными могут быть дикие животные, особенно медведи. Инстинкт требовал от нее бежать, но что-то в движениях медведя удерживало ее на месте. Он не бросался на нее и не казался агрессивным. Вместо этого он просто стоял там, наблюдая за ней взглядом, который казался скорее любопытным, чем враждебным. Ее первоначальный ужас постепенно сменился смесью удивления и замешательства. Она никогда не видела медведя так близко, и, несмотря на врожденный инстинкт держаться на расстоянии, она не могла избавиться от странного чувства, что он не собирается причинять ей вред. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Нравится», подпишитесь и нажмите колокольчик с уведомлениями, чтобы не пропустить наши новые истории. Медленно, почти нерешительно, она сделала шаг к медведю, и, к ее удивлению, он не стал защищаться. Вместо этого он тихо зарычал, а затем отступил на несколько шагов, задержавшись, чтобы оглянуться через плечо, как бы приглашая ее следовать за собой. Клэр не совсем понимала, что происходит, но что-то в глубине души подсказывало ей, что медведю нужна ее помощь. Несколько прохожих на автобусной остановке заметили происходящее и подняли тревогу. «Беги! Отойдите от этого животного!» — закричали они, напуганные спокойной реакцией Клэр на присутствие медведя. Но Клэр почувствовала необъяснимое желание проигнорировать их предупреждение. Она глубоко вздохнула и пробормотала про себя. «Хорошо, давай сделаем это». Она сошла с тротуара и осторожно последовала за медведем в густой лес, окаймлявший улицу. Как только открытая дорожка осталась позади, Клэр обнаружила, что ее окружают высокие деревья и густой подлесок. Она оглянулась через плечо, но шумный мир большого города казался теперь за много миль отсюда, хотя она сделала всего несколько шагов. Все, что она могла видеть, — это деревья и листву. Звуки уличного движения сливались с шелестом листьев и отдаленными криками птиц. Ее нервы трепетали одновременно от страха и любопытства, когда она осознала, что теперь осталась наедине с медведем, вдали от всех, кто мог бы помочь, если бы ситуация ухудшилась. Несмотря на жутковатую обстановку, медведь продолжал идти ровным шагом, время от времени оглядываясь, чтобы убедиться, что Клэр все еще следует за ним. Время от времени он останавливался, нюхал воздух и бросал на нее взгляд, который казался почти терпеливым. Клэр не могла поверить, что делает это, но что-то в спокойном присутствии животного заставляло ее чувствовать себя в безопасности. Она начала задаваться вопросом, что могло заставить медведя приблизиться к ней таким необычным образом. Он был ранен? Или же здесь было что-то более глубокое и таинственное? По мере того, как они углублялись в лес, Клэр заметила, что день становится все темнее. Тени от густых крон деревьев окутывали лесную подстилку потусторонним полумраком, и она поняла, что никому не рассказала о своем внезапном изменении планов. Она должна была пойти в библиотеку позаниматься, но вот она здесь, в лесу, преследует медведя. Стараясь быть осторожной, она быстро достала свой телефон и поделилась своим местоположением со своим парнем Брайаном, отправив короткое сообщение. «На всякий случай я объясню позже». Она знала, что это рискованный шаг, и это прозвучало бы безумно, если бы она попыталась объяснить ему это по СМС. Но почему-то осознание того, что Брайан примерно представляет, где она находится, немного успокоило ее, и она продолжила медленно, но верно следовать за медведем. Чем глубже они погружались, тем больше Клэр становилась заинтригованной. Медведь не выглядел раненым или расстроенным. Так в чем же могла быть причина такого необычного путешествия? Как раз в тот момент, когда она подумала, что они будут идти бесконечно,
Медведь замедлил шаг, принюхиваясь и оглядываясь по сторонам, словно что-то ища. Он издал низкое рычание, напугав Клэр, которая начала слишком сильно расслабляться. Ее сердце снова учащенно забилось, и она подумала, не совершила ли ошибку, доверившись животному. Но рычание медведя было направлено не на нее. Казалось, оно было направлено на что-то, скрытое за большим древним деревом в нескольких ярдах впереди. Клэр колебалась, разрываясь между страхом и сильным желанием понять, что происходит. Собравшись с духом, она сделала несколько осторожных шагов вперед и выглянула из-за дерева. Там, на небольшой поляне, она обнаружила заброшенный лагерь. Палатка стояла открытой, и ее ткань была частично порвана, как будто кто-то покидал ее в спешке. Небольшой костер погас, вокруг были разбросаны пепел и обугленные дрова. Неподалеку на земле в беспорядке валялись припасы, рюкзак, несколько банок с едой и кое-какая одежда. Ею овладело любопытство, и она начала осматривать брошенные вещи. Она гадала, кто же разбил здесь лагерь и почему они уехали в такой спешке. Пока она искала, ее рука наткнулась на маленький полированный медальон с изображением семьи внутри. Рядом с ним она нашла старый фотоаппарат с наполовину заполненной картой памяти. Сцена показалась ей странной, почти как недосказанная история, и Клэр почувствовала, что все глубже погружается в тайну этого заброшенного кемпинга. Во время ее поисков медведь не отходил от нее ни на шаг. Его пристальный взгляд был прикован к каждому ее движению. Казалось, он хотел, чтобы она что-то нашла, собрала воедино историю, которую только он один не мог передать. Затем она наткнулась на дневник, на кожаной обложке которого был изображен медведь. Страницы внутри были исписаны аккуратным, почти благоговейным почерком одинокого путешественника, описывающего свои впечатления и наблюдения за дикой природой. Ранние записи рисовали картину благоговения и удивления, когда путешественник описывал свою любовь к лесу и трепет от жизни так близко к природе. Клэр была тронута его словами. Казалось, что этот человек пришел в лес в поисках утешения, красоты и, возможно, каких-то своих собственных ответов. Но по мере того, как она читала дальше, тон разговора менялся. Путешественник начал с энтузиазмом писать о медведях, особенно о редком медвежонке с белой шерстью, о котором до него доходили слухи. Казалось, он был полон решимости найти и задокументировать это необычное животное, полагая, что это открытие станет прорывом. По мере того, как Клэр листала страницы, записи в дневнике становились все более тревожными. Увлечение путешественника медведями переросло в нечто гораздо более мрачное — в одержимость. Он писал о том, как расставлял ловушки, наблюдал за передвижениями медведей и о своих планах запечатлеть белого медвежонка на пленку. Его записи становились все более беспорядочными. Они были заполнены схемами ловушек и инструкциями к успокоительным средствам, и все это было направлено на то, чтобы заполучить это неуловимое существо для своего документального фильма. Сердце Клэр упало, когда она осознала глубину его амбиций. Он был готов пойти на крайние, даже неэтичные меры, чтобы поймать детеныша, движимый скорее желанием признания, чем искренним уважением к дикой природе. Дойдя до последних страниц, Клэр обнаружила пугающую запись, датированную всего 2 днями ранее. Путешественник написал об установке ловушек, сказав, что этот день наступит завтра. Приманка готова. Камеры установлены. Как только я получу детеныша, я уйду, прежде чем кто-нибудь узнает. Это будет моим наследием. Пальцы Клэр дрожали, когда она закрывала дневник. Настойчивое желание медведя привести ее сюда внезапно обрело смысл. Это вовсе не было случайностью. Эта медведица была матерью белого медвежонка, и она искала Клэр как последнюю надежду защитить своего ребенка. Сердце Клэр наполнилось решимостью. Она осознала, какое доверие оказал ей медведь, и поняла, что не может отказаться от него сейчас.
Она внимательно изучила карты и заметки в дневнике в поисках какой-либо подсказки о том, где могут быть расположены ловушки. Медведица держалась рядом, наблюдая за ней с почти человеческим выражением беспокойства. Было ясно, что время на исходе. Когда Клэр углубилась в лес вместе с медведицей, она стала остро ощущать лес вокруг себя. Звуки щебечущих птиц и шелеста листьев приобрели особое значение, погружая ее в этот момент, когда она пробиралась сквозь деревья. Следуя подсказкам в дневнике, она в конце концов услышала вдалеке слабое поскуливание, настолько тихое, что едва не пропустила его. Это был крик маленького медвежонка. С бешено колотящимся сердцем Клэр ускорила шаг, а медведь шел рядом, направляя ее через заросли. Через несколько минут они наткнулись на небольшую поляну, где пойманный в одну из ловушек путешественника лежал покрытый белой шерстью детеныш. Его крошечное тельце дрожало от страха, а его крики разрывали сердце Клэр. Она осторожно приблизилась к ловушке, пытаясь успокоить детеныша успокаивающим шепотом, пока пыталась освободить его. Наконец ей удалось открыть ловушку, и детеныш, хотя поначалу и колебался, выбрался наружу и побежал прямо к своей матери. Воссоединение двух медведиц было очень трогательным. Клэр показалось, что она стала свидетельницей момента чистой, невысказанной любви и облегчения. Медведица нежно прижалась к своему медвежонку, выражая чувство защиты и благодарности, которое невозможно выразить словами. Когда солнце начало садиться, заливая лес теплым золотым сиянием, Клэр наблюдала, как два медведя повернулись и исчезли в лесу. Она поняла, что стала свидетельницей чего-то важного, встречи, которая изменила ее навсегда. Этот опыт пробудил в ней новое уважение к семейным узам и стойкости природы. Доверие матери-медведицы к ней и ответственность, которую она почувствовала в тот момент, стали напоминанием о том, что люди и животные могут быть связаны на таком уровне, который невозможно описать словами. Когда Клэр наконец выбралась из леса, она почувствовала себя другой, преображенной молчаливым пониманием, которым она поделилась с матерью-медведицей. Она вернулась к своей жизни с глубоким чувством цели, поклявшись защищать и чтить мир природы всеми возможными способами.